try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша и мой цветочный балкон. Сегодня я хочу поделиться с вами способом укоренения черенков хвой, которым пользуюсь я и который дает 100% положительный результат. А также в конце видео я покажу вам еще какое-то количество своих хвоечек, которые радуют меня в моей коллекции. Ну что ж, давайте приступим. На самом деле существует гораздо больше способов укоренения череночков хвой. Ну, например, укоренение в воде, во влажном керамзите или влажном мхе. Каждый из этих способов дает тоже неплохой результат, но некоторые из них имеют недостатки. Ну вот, например, укореняя черенки в воде, и когда мы уже, допустим, добились хорошего результата, мы, пересаживая в постоянный субстрат, хвоечке приходится адаптироваться из воды, то есть мы садим в новый для нее по составу грунт, и тем самым она проходит период адаптации, что приводит к потере небольшого количества корней. Если мы укореняем в керамзите, то корешки, когда растут, они очень плотно оплетают керамзитовые камешки, и при пересадке, если мы будем отделять их от керамзита, мы повреждаем корневую систему, что тоже неблагоприятно сказывается на корешках, и очень часто приходится пересаживать хвоечку уже вместе с керамзитными камешками. Тот способ, который хочу вам показать сегодня я, он дает и 100% результат укоренения, а также очень мягко хвоечка адаптируется уже к постоянному субстрату. Вот сейчас хочу вам показать результат этого укоренения. Видите, да, хорошо развита корневая система. Корешочки уже достигли даже дна этого стаканчика. Вот эти хвойки не только дали хорошие корешки, они уже пустились в активный рост. Вот, например, эту хвойку я укореняла с одним, здесь был один узел и один лист. Вот эти все светлые листочки, это уже новые листики. Вот эта хвоечка, например, у меня не только пустила корни, а и уже со старого цветоносика запускает цветение, и вот пробуждается новая веточка. Вот эта хвойка у меня также хорошо укоренилась, и она пустила вот такой длинный уже усик и растит новую веточку. Итак, что нам с вами понадобится для этого способа? Нам понадобится кокосовый субстрат. Я беру именно кокосовый субстрат. Это торф, другими словами, кокосовый торф. Дальше, вот он у нас, он еще пока сухой, не подготовленный, но мы сейчас все сделаем. В качестве дренажа я возьму пенопласт. Почему пенопласт? Потому что эта посадка временная, и когда я уже пересаживаю на постоянной основе, я применяю уже либо плагон, либо керамзит. Водичка, потому что мы сейчас будем подготавливать торф. И да, и нам понадобится что-то, что будет выполнять роль теплички. Я, например, взяла вот такие емкости, в которых продаются фрукты, ягоды. Вот их вот у меня две, одна больше, другая меньше, и будем мы ее делать вот таким вот образом. Вот, вы можете придумать тоже какие-то подручные домашние средства. Также можно взять, вот удобно, просто у меня сейчас черенков будет много, можно взять даже стеклянные колбочки, знаете, вот эти вазочки, такие круглые шарики в виде аквариума. В них я тоже, когда у меня 1-2 черенка, тоже очень удачно получается, потому что и видно
что происходит с растением, и поступает солнечный свет. Итак, давайте же приступим. Да, кстати, нам понадобится еще самое главное – череночки, которые мы с вами будем укоренять. В моем случае это хоечка Австралис Лиза, очень красивый сорт, вот с такими вот варигатными листиками. Итак, приступим. Для этого мы сейчас с вами подготовим кокосовый торф. Когда мы его смачиваем, он немножко увеличивается в размере. Поэтому его обязательно перед посадкой лучше подготовить, чтобы понимать, чтобы у нас потом, в общем-то, не вываливался. Если мы его в сухой посадим и польем, то он потом будет вываливаться у нас из горшочка, из этого стаканчика. У нас, кстати, на улице начинается дождь и, похоже, даже с градом, поэтому сейчас будет тарабанить. В общем, вот таким образом мы сейчас зальем водичкой и немножко дадим ему набухнуть. Я выждала небольшое количество времени, торф увеличился в размере. Ну что ж, давайте приступим. Для этого мы берем с вами вот такие два пластиковых стаканчика. Я покупаю их в отделе с одноразовой посудой. Это 50-граммовые объемы. В дне я проделываю дренажные отверстия и берем пенопласт и крошим на небольшие кусочки. Вот этого количества дренажа будет вполне достаточно. Я вам покажу на 2 стаканчиках, поэтому параллельно буду делать одни манипуляции. Вот такого количества нам вполне достаточно. И начинаем помещать торф в стаканчик, при этом его не утрамбовываем, а оставляем в рыхлом, распушенном состоянии. Посерединке мы проделываем луночку. Вот так. Берем посадочный материал, наш череночек. Вот хочется еще немножко ликбеза, потому что многие девочки, особенно те, которые начинают только знакомство с таким замечательным растением, как хоечка, не знают, что такое узелок. Когда вы размножаете хойку, вы, допустим, у крупнолистных сортов хой при посадке можно использовать один узел. Узел – это вот эта часть растения, где есть либо пара листьев, либо один листик. Ну вот, например, на калимантан покажу, что такое узел с одним листиком. Вот видите, узел с парой листьев, с 2, а вот дальше она формирует веточку, и на узелке только по одному листику. Такие узлы тоже можно использовать в качестве посадочного материала для укоренения и размножения хойки. Главное, чтобы листики не были молоденькими и незрелыми. Вот, например, давайте на хишкелиане покажу. Вот эти вновь растущие листики, пары листьев, они еще не созрели для укоренения. И даже если бы я захотела сейчас укоренять хойку, я бы отрезала где-то примерно вот здесь вот, потому что вот эти пары листиков, они уже готовы к укоренению. Ну, нет, наверное, бы вот здесь вот. То есть молодые узелочки с листиками не годятся для посадки. Также хочется отметить, что когда вы размножаете мелколистные сорта хой, вы берете минимум 2 узелка с парой листьев. Сорта с крупными листиками можно использовать и 1 пару листиков. Когда вы
укореняете мелколистные сорта хой. Вот, например, покажу вам на примере хои белой вариегатной, но у нее там длинное достаточно название. Я прикреплю это название, кому интересно. Вы, вот видите, я брала 2 пары узелков и кладете вы горизонтально. То есть, если мы сейчас будем помещать вертикально пару листочков, то когда вы укореняете мелколистные сорта, вы берете вот эту веточку, которую вы отрезали, минимум 2 пары, а лучше больше, и кладете на поверхность субстрата горизонтально и прикапываете также узелочки той почвы, в которую вы садите. Ну, в данном случае это торф, потому что мы садим в торф. Вот вы видите, моя хойка уже и укоренилась, и пустила новый рост, на котором уже вот 3 пары листиков. Когда вы отрезали череночек хойки, дайте ему просохнуть час-два для того, чтобы срез затянулся. Также мне хочется посоветовать, возможно, для новичков будет ценная информация. Когда вы отрезаете, вы помечаете, когда узелочек режете, помечайте точку роста, потому что бывает очень часто так. Вот на этом черенке вам покажу. Ну вот отрезала, у меня сама бывает, отрежу, у самой вернее бывает, отрежу, а потом кручу, верчу и не могу понять, где же низ, а где верх черенка. Поэтому помечайте для того, чтобы правильно посадить точкой роста вверх. Ну вот на этом черенке четко видно. Вот если его отрезать и потом вот смотреть, ну непонятно в каком направлении его потом садить в субстрат. Поэтому помечайте точку роста, потому что если посадить его вниз головой, то, как правило, такие черенки погибают. Ну что ж, наконец-то давайте приступим. Вот, берем наш череночек и вот так помещаем его в луночку. И прикапываем вместе с узелком. Почему с узелком? Потому что именно в узелке находятся корневые гормоны, и субстрат стимулирует появление новых корешков. Потом я вот сейчас заготовила вот такую скрепочку. Можно взять канцелярскую скрепку и вот так вот зафиксировать растение в субстрате, потому что пока у него нет корней, оно болтается в субстрате, и чтобы оно не выпадало, мы его фиксируем вот таким образом. Очень удобно. Ну и для закрепления материала сейчас без лишних слов я просто вам быстренько покажу на втором стаканчике те же самые действия. Рыхло, не утрамбовывая, луночка, посадочный материал вверх точкой роста, прикапываем узелок, так чтобы грунт его покрывал, и фиксируем скобкой. Все, оно надежно крепится, не болтается, не выпадает. Теперь мы берем нашу тепличку. Чем мне еще нравятся эти емкости, потому что вот в них есть такие вот отверстия для вентиляции. И это как раз очень удобно, потому что небольшое количество воздуха все же поступает в эту конструкцию. Итак, мы с вами берем эту емкость и орошаем слегка стенки теплички и создаем влажность. Можно на дно положить еще мох, увлажненный мох. Но я этого не делаю, как правило. И помещаем
растения наши. Также мы проводим манипуляцию с крышечкой и накрываем нашу тепличку вот таким образом. Ставим нашу тепличку в достаточно яркое по освещенности место, но без попадания солнечных лучей. Что же мы делаем дальше? Мы каждый день проветриваем нашу тепличку примерно на 15-20 минут. При этом мы анализируем. Если вы видите, на стенках теплички есть еще конденсат, влага вот это вот, то мы никаких манипуляций не проводим. Единственное, что я делаю ежедневно тоже, это я орошаю листики растения тоже из пульверизатора, контролирую, чтобы кокосовый субстрат, наш торф, был всегда увлажнен. Он должен быть не переувлажнен, но всегда в увлажненном состоянии. И проветрили и накрыли. Если, так как сейчас летний период, продолжительность дня у нас хорошая, досвечивать растения не надо. Если вы укореняете черенки в осенне-зимний период, то досветка должна составлять 12 часов, поэтому ставим обязательно под лампы. Зимой также контролируйте, чтобы не были холодные подоконники. Комфортная температура для укоренения череночков это 22-23 градуса. На процесс появления первых корешков уйдет всего 1,5-2 недели. Ну что ж, друзья, я сегодня с вами поделилась тем способом укоренения черенков, которым пользуюсь я. Он меня еще никогда не подводил и давал 100% результат, потому что я очень часто покупаю новые сорта хой именно свежесрезанными череночками. Я их укореняю и впоследствии ращу. Ну что ж, друзья, а сейчас давайте посмотрим еще на какое-то количество моих хоечек. Ну что ж, давайте попутешествуем по моему балкончику и продолжим знакомиться с очередными хоями в моей коллекции. И перед вами замечательная мелколистная хойка Матильда. У меня Матильда обычная, есть Матильдочка еще Сплэш, хоть и на обычной Матильде вы тоже видите вкрапления сплэшевые, но все же у сплэшевой Матильды более он ярко выраженный. Очень интересные листики у этого сорта, они такие маленькие, миниатюрные монеточки с выпуклыми вот такими жилками фактурными. Моя Матильда, я не знаю, то ли это особенность сорта, то ли у меня такой кустик ленивый, но моя Матильда очень медленно растет. За год она у меня не нарастила новых веточек, немножко продлила свои существующие плети на немножко совсем, но сильно не разрослась, и таких явных изменений в ее росте я не заметила. Если, девочки, вы знаете, вы мне подскажите, то ли у меня такой ленивый кустик, то ли это свойственно этому сорту, будет очень мне полезно. А также она у меня еще большая вреднюка, она у меня сушит свои зонтики перед тем, как их распустить. Вот она наливает на цветоносики, а перед раскрытием осыпается. Вот тоже такая проблема у меня с этим сортом. За весенне-летний период она у меня уже 3 раза порывалась цвести, и из 3 раз процвела всего 1. Вот так вот. Есть ей аналог, на мой взгляд, очень похожие сорта. Я называю старшей сестрой этот сорт. Это Абавата. У меня она подписана как Абавата Сплэш. Я ее, собственно, так и покупала. Но если вдруг, девочки, я все же неправильно подписала свой сорт, вы мне, пожалуйста, пишите,
потому что я люблю, когда у меня все четко подписано. В общем, сорт потрясающий, хорошо развивается, растет. Я покупала ее, сейчас я переверну, это ее обратная сторона. У меня у хой есть и лицевые стороны, и изнанки. Вот это вот ее лицевая сторона, вот так она у меня направлена к источнику света. Как я вам уже говорила, что я формирую крону своих хой, чтобы красиво и эстетично они смотрелись. Покупала я ее маленьким черенком, очень небольшим, и за год она у меня уже превратилась вот в такую пышную красавицу. Славится этот сорт, и я его люблю именно за ее необыкновенных листиков. Вы посмотрите на эти монетки, они огромнейшие, круглые. Сейчас покажу вам самый большой листик у этого кустика. Вот такой вот правильной формы огромный лист, практически в мою ладонь. И, как я уже поняла, чем старше становится растение, именно крупнолистные хвои, тем крупнее становятся их взрослые, уже зрелые листики. Сначала у хвои у моей вырастали, пока она была череночком, крупных листиков не было, они были средней величины, а сейчас уже кустик взрослеет, и я вижу, появляются вот свойственные этому сорту крупные круглые листики. Единственное, что есть у меня на кустике и довольно неправильной формы листья, как, например, вот эти вот, сейчас я вам покажу, да, вот не круглый, либо совсем какие-то корявенькие, вот такие помятые, вот. А есть даже, кстати, листики похожи, вернее, точно такие, как у Кэрри, вот такие сердечками. Я не знаю, с чем это связано. Подскажите мне, кто знает, потому что то ли в условиях содержания что-то меняется, то ли что-то еще хойке надо. В общем, мне, конечно же, хочется, чтобы у моего сорта, у моего кустика, правильнее сказать так, были максимально круглые, свойственные этому сорту листики. Вот такие вот огромные монетки. Вот, корявеньких я не хочу. Вот такая красавица. Кстати, тоже на форумах читала, что многие жалуются, что не цветет обовато, только растит массу зеленую, но не цветет. У меня она сейчас будет за этот сезон цвести второй раз. Вот она наливает уже 2 своих зонтика. У нее 4 цветоносика. Эти цветоносы все она сформировала в этом сезоне, потому что у нее до этого цветоносиков не было. 4 цветоноса, из которых она уже на 2 процвела 1 раз, и сейчас готовится 2 раз. Обожаю я этот сорт. Просто love. Рядышком вы видите стоит макрофила, которую я вам показывала в прошлый раз, но хочу внести корректировку в моей информации, потому что дала я ложную информацию в прошлом ролике. Я сказала, что макрофила моя называется вариегата, но девочки поправили меня и сказали, что моя хойка называется Pot of Gold. Сорт называется именно вот так. И отличается он от макрофила вариегата расположением вариегатной части листа. То есть у Pot of Gold вариегатная светлая часть находится в середине листика, а по краешку идет темная зеленая каемочка. А у вариегаты все наоборот. У нее зеленый лист и по краешку вариегатная часть. Когда я изучала вопрос разновидностей макрофил, я, конечно же,
перебирала самые популярные и распространенные сорта макрофил и поняла, что Pot of Gold самый красивый сорт. Она по варигатности листа просто самая колоритная и потрясающая. Есть еще такие, самые популярные, во всяком случае, у коллекционеров сорта. Это, как я уже сказала, варигата, варваригата. Есть сорт Snow Queen, это снежная королева. White Margins, но все же Pot of Gold остается одной из самых любимых макрофил в коллекциях цветоводов за ее сочность, колоритность и вот такую яркую варигатность. Сегодня я вам уже показывала красавицу Калимантан, еще пару слов о ней. Она тоже не менее красочная, не менее колоритная, с такой интересной фактурностью, прожилками, очень сочными. Причем независимо от освещения, всегда дает такой колоритный лист. На ощупь очень плотный, немножко схож он с наждачной бумагой, прям такой шершавенький. Но я этот сорт еще называю арбузная корочка, потому что что-то в этом есть схожее. Она у меня за этот период весенне-летний тоже неплохо подросла. Пустила вот такой вот у меня длинный усик. Причем собирается у меня еще цвести, набирает зонтик. Скоро мы увидим ее цветочек. Зонтик один пока. Но пока я еще ее тут рассматривала, пока рядышком с ней была, увидела, что вот два листика, два зачатка. Собирается она у меня растить новую веточку, чему я очень-очень рада. Ну что ж, давайте я еще напоследок вам покажу одну хоечку. Да, кстати, я вам в прошлый раз тоже показывала Фичи. Фичи меня тоже скоро порадует цветением. С этого цветоносика она у меня уже цвела. Вот она его набирает. А это новый цветоносик, молоденький. Первое цветение будет с него. И тоже она набирает свой зонтик. И вот новые листики. Это новая веточка с цветоносом. Ну, давайте последняя хойка. Это будет Nuna Pink. Моя любимица, тоже мелколистная, старательная красавица. Сейчас я ее возьму, чтобы вам поближе вам показать, поскольку тянуться мне неудобно. Посмотрите на этот шикарный кустик, и очень сложно даже представить, что ровно год назад она у меня была одним череночком, одной веточкой, где-то в 5 или 6 узелочков. Они у меня, конечно, хои, как и орхидеи, зимой досвечиваются, поэтому даже в зимний период они не прекращают свой рост и развитие. Но все же, я говорю, вот разница существенная между Матильдой, например, которую я даже купила более пышную. Там изначально было 2 веточки, и вы видели скудные ее плети, и вот этот шикарный куст. Насколько она обзавелась пышной шевелюрой и цветет у меня. Это уже 3-я волна цветения ее. Сейчас покажу ее замечательные, красивейшие цветочки, нежные. Вот такие необычные по окрасу, розово-желтенькие. Зонтики, цветоносы у нее такие, знаете, прячутся в листве, не свисают, а их надо искать, как клубничку, тоже в кустиках. И аромат у нее такой кисловатенький, не очень приторный, не очень активный, в меру. Но если вечером ты возле кустика стоишь,
то ты чувствуешь его аромат. Вот я сейчас потормошила немножко веточки хвои и почувствовала этот кисленький приятный аромат. Листики немножко вытянутые, плотненькие, тоже такие достаточно твердые. В общем, замечательная мелколистная хвойка. Очень люблю я ее. Друзья, ну что ж, еще моя младшенькая пришла, требует внимания. Я буду заканчивать. Гости моего канала, подписывайтесь. Девочки, задавайте вопросы, пожелания пишите. Давайте мне темы для новых роликов, что вы хотите знать, услышать или просто посмотреть цветение моего балкона. С вами была Ксюша. До новых встреч, друзья, и пока! Try to fly